Здравствуйте, друзья! В этом видео будет сравнение работы фрез различных мотоблоков. Это ширина и глубина фрезеровки почвы, отличие формы ножей фрез и нужно ли их затачивать, а также особенности сборки фрез мотоблока ДТЗ и ему подобных. Друзья, прежде чем приступить к сборке фрез, давайте же разберемся все-таки, надо затачивать фрезы или нет. Мое мнение, что фрезу затачивать надо однозначно, потому что если даже мы возьмем вот любую фрезу и замерим толщину режущей кромки, то она будет, смотрим, друзья, практически 2,5-3 мм. Естественно, что такой фрезой работать довольно сложно. Поэтому заточку будем делать однозначно. Вы дальше увидите, как это я производил. Заточку фрез произвожу не как лезвие ножа, а буквально 2-3 мм произвожу так, чтобы была достаточно режущая кромка. И при этом болгаркой прохожу быстро, не задерживаясь ни на одном месте, чтобы не было перегрева металла. Иначе он будет в этом месте немного слабее, чем сам обычный металл. Ну и пока же у меня эта фреза, нож фрезы в руках, хочу сразу сказать, что толщина стали на этой фрезе 5 мм. Это довольно неплохие характеристики для такой фрезы. И ширина ее составляет 40 мм. О длине фрезы мы поговорим чуть позже. Теперь о форме самих фрез. Вот если вы посмотрите, две фрезы положены рядом, вы увидите, что фрезы не как обычный кусок металла согнуты, а имеют небольшую саблевидную форму. И похоже еще, что мне понравилось, что здесь какая-то клепка была или катанка, что фреза имеет еще небольшие такие, не знаю, видно, передаст ли камера, это небольшие углубления, которые, похоже, будут эту фрезу сами затачивать со временем. Ну, если сравнить еще эту фрезу и с фрезами, как говорится, уже старичков, тем более мотоблок Нива уже у меня больше 20 лет, вот фреза мотоблока Нива. В чем ее разница между этой фрезой и той? Ну, если так посмотреть, то практически по сабельному виду мотоблока Нива чуть меньше закругления, чем вот в этой фрезы. Ну, единственное, что может быть, что плюс еще вот этой фрезы, что здесь ширина самого металла здесь 50 мм, здесь 40, а толщина одинаковая. Поэтому, если у кого износились, возможно, ножи от старых мотоблоков Нива, то, друзья, без проблем подойдут эти ножи. Длина режущей части в обоих ножей одинаковая. Какой же нож лучше, или, будем говорить, имеет саблевидную форму? Вот это, друзья, нож от моего гибридного мотоблока. Кто видел на экране в начале видео, где производил фрезеровку почвы, вот его нож. Тоже рабочая длина рабочей части ножа такая же, как в обоих этих ножей, но форма, вы видите, отличается заметно от практически любого ножа. То есть на таком ноже не собирается ни сорняк, ни всякие мусорные вещи, ни предметы, которые попадаются. Просто или нож разрезает этот предмет, или же этот предмет сползает по ходу движения фрезы. Друзья, есть еще одна, как говорится, фишка или особенность при сборке фрез данного мотоблока, что она состоит, сама фреза, из 3 секций. Первая основная секция, на ней уже сразу приварены 2 пластины. Вы видите, то есть здесь уже не надо ничего мутить, соображать, все здесь уже сделано. А дальше уже на эти секции одеваются, к этой секции одеваются дополнительные секции. Ну, друзья, я думаю, что кто-то из вас задумывался, какую секцию дополнительно одеть, эту или вот эту. Значит, вот здесь есть небольшая фишка. Надо обязательно одевать, именно их, наверное, даже вплоть до того, что надо пометить, что есть отличие между этой секцией дополнительной и вот этой секцией. Если вы сейчас внимательно посмотрите на строение самого вот этого квадратика, вы убедитесь, что вот этот квадратик так сделанный, что он не повторяет ни один из этих вот 2 квадратов предыдущих. Если же мы оденем вот эту секцию,
то в таком случае этот квадрат повторит геометрию или форму самого первого расположенного к редуктору фрагмента. То есть, что получается? Мы никак не сможем сделать разнос ножей, потому что он будет, эта секция практически будет дублировать ножи, которые находятся на этой секции. Поэтому сборку производим сначала на основную, где две пластины есть первой секции. После этого вторая секция, она отличается от других секций. И последнюю сборку и устанавливаем уже четвертую, будем говорить, пластину или третью секцию на фрезу. Друзья, еще одна фишка данных, будем говорить, ступиц для прикручивания фрез, это то, что на пластинах имеется множественное количество отверстий. Зачем они? Ну, в основном это рассчитано для того, чтобы установить на эту фрезу не 4 ножа, а 3 ножа. Я не буду вам подробно рассказывать, как это все сделать. Очень подробно и доходчиво показано на канале Ивана Пруса. И вы можете зайти на этот канал и посмотреть. Ссылочку, как всегда, будет в описании к видео. Ну, в комментариях было бы, конечно, услышать интересно, в каких случаях нужно установить мотоблок на 3 фрезах, а в каких случаях на 4. Может быть, при работе на 3 фрезах будет более крупная фракция при обработке почвы. Ну, друзья, жду ваших, как говорится, комментариев. Я думаю, что это будет полезно для многих. При сборке фрез всегда вот эта наружная часть фрезы должна огибать вот эту пластину монтажную, а не наоборот. Если мы поставим нож, например, который идет в наружную часть вот с этой стороны пластины, то в районе болта этот нож обязательно со временем переломает или согнет. А так вся нагрузка, когда идет работа фрезы, идет и давится вот на эту пластину, то практически, чтобы эта фреза, нож пошел на излом, исключается. Поэтому, друзья, учтите, что именно вот по такой системе необходимо монтировать ножи. При таком раскладе, когда мы ножи устанавливаем как бы по обратную сторону пластин, то есть это реально будет выглядеть, ну, приблизительно вот таким образом, я в увеличенном размере показываю эту щель, то при этом, друзья, получается, что расстояние между соседними фрезами получается здесь при работе 2 сантиметра. Но при этом, когда вот мы так ставим фрезы, где пластина находится посередине между двумя фрезами, расстояние, которое находится почвы, вот это участок почвы, который находится между фрезами, он очень сильно, как говорится, практически сравнивается и с, будем говорить, максимальной длиной этих фрез. Если же мы поставим фрезы, как вот хотелось бы, по обратную сторону металлической пластины, то таким образом мы вот здесь увеличим вот эту неработающую пирамиду почвы. То есть почва становится еще... Мы сами себя начинаем обманывать, вроде носиком она берет там 17 сантиметров фреза максимально, а в результате за счет того, что здесь образуются большие треугольники, глубина обработки почвы уменьшается. Ну и говорю, при этом, естественно, что между секторами фрез получается расстояние 2 сантиметра, которое почва вообще не работает. Но я думаю, что эти 2 сантиметра, они погоды не делают, даже наоборот, этот кусочек он сам раскрошится, и это будет очень хорошая фракция для посадки тех или иных культур. Ну, чтобы вы не пугались, что это большое расстояние, 2 сантиметра. Друзья, вот я достал еще фрезу, сейчас поставил перед вами, это мотоблок Анива. Значит, здесь неработающая часть между каждым ножом получается 8 сантиметров. Вот можете представить, если на вот этом сейчас мотоблоке, где мы сейчас будем завершать сборку фрез, 2 сантиметра нерабочая, то на мотоблоке Нива неработающая часть составляет 8 сантиметров. Так что работал 20 лет, вроде нормально культивировал почву, не сильно не измельчал. Меня это устраивало. Я думаю, что 2 сантиметра это тоже будет хороший вариант. Подробная сборка фрезы мотоблока Кентавр, подобной этому мотоблоку ДТЗ, показана на канале Юрия Воробьева. Ссылочка на это видео будет в описании к видео. Модернізовані мотоблоки Кентавр 2020 року неперевершено надійні, зручні та безпечні, бо вже мають те, чого ще немає у інших мотоблоків. МБ-2061Д4 має дизельний двигун з електростартером і з унікальним багатоступеневим повітряним фільтром, який значно збільшує термін служби двигуна. Абсолютно нова конструкція щеплення та механізм блокування заднього ходу забезпечують Кентавру ексклюзивні зручність та безпеку керування. Відтепер можливо ще більш точне регулювання
регулювання ширини культивації завдяки двом змінним секціям з кожного боку фрези. Детальніше дивіться в наших оглядах на каналі АМТ. Кентавр завжди перший, завжди найкращий. Друзья, сборки фрезы производятся таким образом, чтобы получался принцип спиральки. Я вот наклеил бумажный скотч, чтобы вы видели. Спиралька происходит, видите, по очереди режущая часть идет. Это правая фреза, поэтому все режущие лезвия идут, вот видите, здесь. Делаем снова еще прокрут один, снова режущая часть, снова по спиральке проходит от начала до конца. Какая максимальная глубина работы фрезы за один проход? Ну, вот по моим измерениям данным 16,5 сантиметров. И померяем, какая глубина обработки почвы на мотоблоке Нева. Те же практически 16,5 сантиметров. То есть глубина за один проход от края ножа до основания оси фрезы в обоих мотоблоках одинаковая. И такая же глубина фрезеровки, даже немножко побольше, это на моем гибридном мотоблоке, где работает активно фреза. Правда, я там за один проход ширину уменьшил до 90 сантиметров. Здесь рабочая ширина, еще раз напомню, 115 на этом мотоблоке, а на мотоблоке Нева рабочая ширина 125 сантиметров. За счет того, что фрезы очень сильно разнесены друг от друга. И здесь почва не так сильно измельчается, она просто рубится на кусочки. Сейчас давайте крупным планом покажу, как установлен каждый нож фрезы. Чтобы, если у вас будет какой-либо вопрос, чтобы могли мне задать в комментариях. Сейчас я вытащу шплинт и сделаем проворот. То есть мы сейчас видим два ножа внутренних. Они находятся с наружной стороны пластины, а два ножа, которые идут к мотоблоку, они находятся с внутренней части этого сегмента. И что интересно, друзья, я так пришел к выводу, что лучше всего болты устанавливать, чтобы гайки были в внутренней части фрезы. Потому что когда они находятся или здесь со стороны редуктора, или же со стороны внешней, они больше повреждают резьбовую часть, и потом более сложнее будет их открутить. Ну вот так вот собрано. Я не знаю, стоит ли еще раз объяснять. Они проходят попарно. Практически две фрезы идут в одну сторону. Это, будем говорить, закидывают почву наружу. И потом два ножа уже идут, которые закидывают почву обратно внутрь. И таким образом построены все работы всех фрез. Везде работает спиралька. Вы уже видели, что здесь спираль идет, что там. Ну и такая же самая картина и на этой части фрезы. И что еще примечательно, что все эти отверстия, они просверлены симметрично справа и слева. И вот если мы даже сейчас сравним уже, вот в таком виде они будут один к одному стоять на мотоблоке. То есть идет удар, нож заходит с этой стороны, и нож заходит с этой стороны. И так же самое следующие ножи идут здесь и здесь. То есть равномерно обе стороны будут входить в землю, и мотоблок не должен швырять по сторонам. Ну, пока, друзья, это теория. Фрезы у меня еще новые, я не знаю, как оно пойдет. Вы сами увидите и сами делаете оценку о работе этого мотоблока с этими фрезами. Ну вот и все, наверное. Ждем тестирования. Ну и дальше поставите свои пальцы вверх или вниз, нравится вам эта работа или нет. Так что всем успехов, друзья, и до встречи на канале. Испытание мотоблока только начинается. Впереди еще стоит подготовить необходимую картофелекопалку, плуг, и посмотрим, на что способен этот 7-лошадиный монстрик. Всем пока, до свидания.